Представьте гору высотой почти 8 километров, которую видно из окна обычного дома. Гору, на которую не поднялся ни один человек за всю историю альпинизма. Не потому, что это невозможно технически, а потому, что подниматься на нее запрещено законом. Но это только начало. В этой же стране есть столица, где живет больше 100 тысяч человек, и в ней нет ни одного светофора. Не потому, что их не смогли построить. Их построили, а потом убрали, потому что людям не понравилось смотреть на мигающие огни вместо живого человека, который управляет движением руками. А теперь еще одна деталь, после которой стоит выпрямиться в кресле. Раз в несколько лет правительство этой страны рассылает своим гражданам официальную анкету. Но там нет ни слова о зарплате, ни слова о ценах, ни слова о валовом внутреннем продукте. Там спрашивают, сколько часов человек спал этой ночью. Спрашивают, насколько крепкие у него отношения с соседями. Спрашивают, чувствует ли он гармонию с землей, на которой живет. И на основе этих ответов государство буквально высчитывает официальный показатель – уровень национального счастья. Как будто этого недостаточно, добавим последний штрих. Эта страна зажата между двумя ядерными сверхдержавами – Индией и Китаем. У нее нет дипломатических отношений ни с одним из 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН. Ни с США, ни с Великобританией, ни с Францией, ни с Россией, ни даже с Китаем, который находится буквально за соседним хребтом. И при этом страна умудряется существовать в мире, не примыкая ни к одной из сторон уже больше 50 лет. Гора, на которую нельзя подняться. Столица без единого светофора. Анкета про сон вместо анкеты про доходы. И полная дипломатическая изоляция от сильнейших армий планеты. Это не выдуманное государство из фантастического романа. Это реальная страна, которая называется Бутан. Чтобы понять, как крошечное королевство в Гималаях, зажатое между двумя ядерными державами, стало единственным местом на Земле, где государственная идеология построена вокруг слова «счастье», нужно начать с самого начала. А начало этой истории на высоте, где заканчивается кислород и начинается легенды. На границе Бутана и Тибета возвышается пик Ганкар-Пуэнсум. Его высота 7570 метров. Чтобы было понятнее, это приблизительно как поставить друг на друга 18 Эйфелевых башен. И это самая высокая, непокоренная вершина на планете. Но вот что странно. Гора не находится в какой-то недоступной глуши, куда физически нельзя добраться. К ней даже пытались подобраться. В 1983 году Бутан впервые официально открыл страну для альпинистов. За 2 следующих года, 1985 и 1986, было предпринято 4 экспедиции. Все 4 провалились. Кто-то скажет, просто сложный рельеф. Но дальше происходит то, что превращает историю из спортивной в философскую. В 1994 году власти Бутана вводят закон, запрещающий восхождение на любые пики выше 6000 метров. А в 2003 году запрет становится полным. Подниматься нельзя вообще ни на одну гору страны. Причина не в лавинах и не в отсутствии спасательных служб, хотя это тоже упоминается. Главная причина – духовная. Для бутанцев горы – это не камень и лед. Это жилище божеств. Взойти на вершину значит осквернить дом, в котором живет нечто более значимое, чем человек. Местные жители из деревень Лая и Лунана до сих пор рассказывают о странных огнях, которые танцуют на склонах горы, и о звуках, которые разносятся в разреженном воздухе. По одной из версий, это истории о Йети, по другой – просто акустические эффекты высокогорья. Наука пока не дает однозначного ответа, и, честно говоря, вряд ли когда-нибудь даст. Но вот в чем парадокс, который стоит запомнить.
потому что он будет повторяться в этой истории снова и снова. Пока весь мир соревнуется, кто быстрее взойдет на Эверест, пока склоны самой высокой горы планеты превращаются в свалку из кислородных баллонов и человеческих тел, Гангхар-Пуэнсум остается абсолютно нетронутым. Его ледники не разрезаны веревками, его тишина не нарушена криками штурмовых групп. Одна страна решила, что не всякую вершину нужно покорять. И этот выбор оказался настолько необычным, что превратился в национальный символ задолго до того, как о нем узнал остальный мир. Но если Бутан готов отказаться от покорения собственных гор, что еще эта страна готова была отвергнуть ради сохранения себя? Ответ на этот вопрос куда более удивительный, чем можно представить, и связан он не с камнем, а с экраном телевизора. В 1989 году бутанские власти сделали то, что сегодня звучит почти невозможно. Они официально запретили телевизоры и спутниковые тарелки. Формулировка в указе была прямой: техника угрожает богатому культурному наследию страны. То есть Бутан не просто никогда не имел телевидения, у части населения оно было, а потом его буквально изъяли. 10 лет страна прожила в добровольной информационной тишине. И только 2 июня 1999 года, в день, когда праздновалась серебряная годовщина коронации короля, произошло то, что сделало Бутан последней страной на планете, легализовавшей телевидение и интернет одновременно. Символизм даты был выбран не случайно. Король лично назвал это событие «светом кибернетической эпохи». Чтобы прочувствовать масштаб этой изоляции, представьте, пока весь мир в 90-е смотрел MTV, обсуждал финалы чемпионатов мира по футболу и подключался к первым модемам, болельщики в Бутане, чтобы узнать счет вчерашнего матча, ехали на машине через границу в Индию, покупали видеокассету с записью и смотрели игру на день позже. Реальный мир для многих бутанцев долгое время существовал с задержкой на сутки. Но здесь начинается по-настоящему неожиданная часть истории. Правительство, легализовав телевидение, тут же запустило собственный государственный канал – Bhutan Broadcasting Service с одной целью – чтобы у индийских и американских шоу, хлынувших через кабельные сети, был хоть какой-то местный противовес. По одной из версий, чиновники искренне опасались, что открытая информационная среда разрушит традиционный уклад страны быстрее, чем любое вторжение извне. И что удивительно, эти опасения частично подтвердились. Уже через несколько лет после легализации в местных газетах начали появляться материалы о подростковой преступности и разводах, явлениях, о которых в бутанском обществе прежде почти не говорили. Один из тогдашних редакторов государственной газеты позже вспоминал случай, который многое объясняет о цене прогресса. Как-то вечером в его доме отключилось кабельное телевидение. Жена не смогла досмотреть любимый индийский сериал. Дочери – свои передачи. И вся семья, впервые за долгое время, просто села и поговорила друг с другом. Он назвал этот вечер одним из лучших с 1999 года. Не потому, что он против технологий, а потому что это был честный момент, показавший, что именно меняется, когда экран входит в комнату. Но остановить прогресс полностью Бутан все равно не смог, да и не пытался. Уже к 2000 годам страна с той же скоростью, с которой закрывалась от мира, начала в него встраиваться. Мобильная связь пришла уже в 2003 году, всего через 4 года после легализации первого телевизора. И сегодня, по иронии судьбы, Бутан – одна из самых подключенных к сети стран региона в пропорции к населению. Возникает вопрос, если страна так долго и осознанно держала мир на расстоянии, чем она руководствовалась все это время? Оказывается, у Бутана была не просто интуиция или консерватизм. У него была официальная государственная философия, придуманная задолго до появления телевизоров.
И она перевернула само понятие о том, что вообще значит быть богатой страной. В 1972 году на трон Бутана взошел 16-летний подросток. Его отец, третий король страны, скончался внезапно, и юноша по имени Джигме Сингье Вангчук стал самым молодым главой государства в мире на тот момент. Казалось бы, юный монарх должен был заниматься чем угодно, только не философией развития. Но именно он, еще подростком, произнес фразу, которая позже облетела весь мир. «Воловое национальное счастье важнее волового внутреннего продукта». По одной из версий, эту фразу он произнес в интервью 1979 года, отвечая индийскому журналисту, который спросил его о темпах экономического роста страны на конференции неприсоединенных государств в Гаване. Король, вместо того, чтобы говорить цифрами, ответил философией. И вот что здесь по-настоящему поразительно. Это не осталось красивым лозунгом на один день. Идея превратилась в реальный государственный механизм. Была создана система из 9 сфер благополучия, от психологического состояния и здоровья до использования времени, культурного разнообразия, качества управления и даже экологической устойчивости. Внутри этих 9 сфер 33 конкретных индикатора. Государство буквально приходит в дома людей с многостраничной анкетой и спрашивает: сколько часов вы спите, как часто видитесь с соседями, насколько вы доверяете правительству, чувствуете ли духовную связь с окружающим миром. Но самое важное здесь не сама анкета, самое важное, что происходит с ее результатами. Данные не просто складываются в архив, они напрямую влияют на государственную политику. Каждый новый закон в Бутане теоретически должен проходить через своеобразный тест на соответствие философии национального счастья. Причем эта идея прошла путь от красивой метафоры до части основного закона страны. В 2008 году концепция волового национального счастья была официально закреплена в Конституции Бутана. Однако есть одна деталь, которую стоит проговорить честно, потому что она разрушает слишком простую и слишком удобную картину идеального королевства. Философия счастья родилась не в вакууме. Она формировалась в те же десятилетия, когда в самом Бутане происходили гораздо менее гармоничные процессы. В конце 80-х и в 90-е годы страна пережила серьезный внутренний конфликт, связанный с этническим меньшинством Лхацампа на юге страны. Часть исследователей и правозащитных организаций описывает те события как насильственное перемещение более 100 тысяч человек. Это неудобный факт, но пропустить его значит рассказать только половину истории. Страна, которая измеряет счастье своих граждан анкетами, в те же годы решала вопрос о том, кого вообще считать своим гражданином. Парадокс, который делает Бутан не сказочным королевством из туристического буклета, а настоящей страной со сложной и противоречивой историей. И все же именно эта идея – считать не только деньги, но и внутреннее состояние человека – сделала Бутан объектом изучения для экономистов и политиков по всему миру. В 2011 году Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию под названием «Счастье. На пути к целостному подходу к развитию», которую предложил именно Бутан. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций тогда прямо поручил весь мир подумать о глобальном воловом счастье вместо привычного глобального роста внутреннего волового продукта. Но чтобы понять, откуда вообще взялась эта философия, придется заглянуть глубже, не в экономику, а в духовную традицию, которая формировала бутанское общество 1000 с лишним лет. И здесь история приводит нас к зданиям, которые невозможно спутать ни с чем в мире. Представьте здание, в котором с одной стороны коридора сидит губернатор провинции и подписывает государственные документы, а с другой стороны того же коридора монах в шафрановой мантии произносит буддийские мантры. Оба находятся в одном и том же здании одновременно, каждый день. И так продолжается
уже несколько столетий. Это дзонг – уникальная бутанская архитектурная форма, которой нет аналогов больше нигде в мире. Слово буквально переводится как «крепость». Но функция этих зданий гораздо шире. Каждый дзонг одновременно является административным центром провинции и действующим монастырем. В буквальном смысле половина помещений отведена под кабинеты чиновников, а другая половина – под храмы и кельи монахов. Эта архитектурнственность отражает саму систему власти в Бутане, где духовная и светская линии управления исторически шли рука об руку, они боролись друг с другом, как это часто бывало в других частях света. Строили дзонги в 17 веке, и, что особенно поражает, строили их без единого гвоздя и без единого чертежа. Все держится на точной резьбе по дереву, утрамбованной земле и каменной кладке, рассчитанной так, чтобы выдерживать частые в этом регионе землетрясения. Стены у основания достигают нескольких метров толщины. Крыши сделаны из твердых пород дерева и открыты по краям специально для вентиляции. Древние строители продумали климат-контроль за столетия до появления кондиционеров. Но говорить о духовной архитектуре Бутана и не упомянуть самое узнаваемое здание страны было бы странно. Такцанг, известный во всем мире как «Гнездо тигра», буквально прикреплен к отвесной скале на высоте 3120 метров над уровнем моря, возвышаясь приблизительно на 900 метров над дном Пара-долины. Чтобы прочувствовать этот масштаб, представьте высоту 300-этажного здания, только вместо стекла и бетона – голая скала. По легенде, в 8 веке буддийский учитель гуру Ринпоче прилетел на это место верхом на летящей тигрице, чтобы усмирить демонов, мешавших распространению буддизма в этих землях. По одной из версий предания, тигрица на самом деле была его духовной спутницей, принявшей звериный облик. После этого гуру медитировал в пещере 3 года, 3 месяца, 3 недели, 3 дня и 3 часа. Цифра, которая в буддийской традиции считается символически значимой. Сам монастырский комплекс вокруг этой пещеры был построен намного позже, в 1692 году. И вот что здесь становится по-настоящему интересным. Такцанг – не единственная в Бутане подобная пещера. Считается, что таких мест, связанных с медитацией гуру Ринпоче, 13 по всему региону. Но именно это, прикрепленное к отвесной скале, буквально в воздухе, стало символом всей страны, украшающим обложки путеводителей и государственные документы. Однако духовная традиция – это не просто красивые здания и легенды о летящих тиграх. Это система ценностей, которая формировала отношение Бутана к внешнему миру на протяжении веков. И вот здесь начинается, пожалуй, самая напряженная часть этой истории, потому что дальше речь пойдет не о горах и не о храмах, а о геополитике в самом буквальном и опасном смысле этого слова. Взгляните на карту. С юга, запада и востока Бутан окружает Индия, с севера – Китай. Обе страны обладают ядерным оружием. Обе входят в число крупнейших армий планеты. А между ними государство размером приблизительно со Швейцарией, с населением меньше 1 миллиона человек, без собственного мощного военного потенциала, без ядерного оружия и, что самое поразительное, без формальных дипломатических отношений ни с одной из этих двух стран-соседей в полном объеме. Но это еще не самое странное. Бутан вступил в ООН в 1971 году, и с этого момента и по сегодняшний день у него нет официальных дипломатических отношений ни с одним из 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, ни с США, ни с Великобританией, ни с Францией, ни с Россией, ни с Китаем. Единственная в своем роде ситуация среди всех членов ООН. Формально Бутан поддерживает дипломатические связи всего с 58 странами мира. Это меньше трети от общего числа государств, признанных ООН. Как такое вообще возможно для страны, зажатой между 2 ядерными сверхдержавами?
Ответ в осознанной, десятилетиями выстраиваемой стратегии выживания малого государства. Бутан сделал ставку на одного мощного союзника – Индию, с которой в 1949 году был подписан договор о вечном мире и дружбе, впоследствии пересмотренный в 2007 году. Индия обеспечивает Бутану значительную часть экономической помощи, является основным покупателем бутанской гидроэнергии и фактически гарантом его внешней безопасности. С 1962 года в стране на постоянной основе размещена индийская военная миссия по подготовке бутанской армии. При этом с северным соседом отношения выстроены совершенно иначе. Формальных дипломатических связей с Китаем нет вообще. При этом Бутан официально придерживается политики одного Китая, признавая Пекин единственным законным правительством и поддерживая китайскую позицию по Тайваню и Тибету. Спорные участки границы между двумя странами обсуждаются десятилетиями. Без формального посольского канала связи переговоры идут напрямую через специальные пограничные встречи. Именно здесь становится понятно, зачем крошечному королевству понадобилась настолько сдержанная и избирательная внешняя политика. Стратегия проста и одновременно гениальна в своей осторожности. Не примыкать полностью ни к одной стороне, не давать втянуть себя ни в один крупный конфликт интересов между Дели и Пекином, действовать через многосторонние институты вроде ООН, а не через прямые двусторонние альянсы, которые могли бы поставить страну в зависимость от чьей-то политической воли. Соединенные Штаты, к слову, тоже не имеют формальных дипломатических отношений с Бутаном, но при этом источники в американском Госдепартаменте описывают отношения между странами как теплые и неформальные. И вот здесь ответ приходит совсем не оттуда, откуда его ожидаешь. Полвека дипломатической изоляции, которая на первый взгляд должна была бы ослабить крошечное королевство, на деле стала его главным щитом. Пока соседние страны региона периодически оказывались втянуты в масштабные геополитические противостояния сверхдержав, Бутан оставался в стороне от прямых военных конфликтов, сохраняя собственную независимость и уникальную культурную идентичность. Изоляция здесь работает не как слабость, а как форма выживания. Но если страна настолько закрыта от большой политики, как она вообще зарабатывает деньги на существование в современном мире? Оказывается, даже туризм в Бутане подчинен той же логике осторожности и избирательности. И то, как устроена эта система, переворачивает привычные представления о том, каким должен быть туристический бизнес. Представьте страну, которая могла бы, как ее сосед Непал, впустить миллионы туристов, застроить долины отелями и хостелами, наводнить улицы сувенирными лавками. Бутан выбрал прямо противоположный путь. С 1974 года, когда страна впервые открылась для иностранных путешественников, правительство ввело систему, которую сегодня во всем мире изучают как образец так называемого туризма «высокая ценность, низкий поток». Каждый иностранный турист обязан платить государству ежедневный сбор. Сегодня это $100 США за каждую ночь пребывания в стране. Причем эта сумма не входит в стоимость отеля, еды или экскурсий. Это отдельный государственный налог, который турист платит просто за право находиться в Бутане. Чтобы прочувствовать логику этой системы, представьте, что вы платите государству входной билет на территорию всей страны, как будто это огромный национальный парк. И по сути, отчасти это так и есть. Собранные средства направляются на бесплатное здравоохранение и образование для граждан, на охрану окружающей среды и сохранение культурного наследия. Есть еще одна деталь, которая объясняет, зачем нужна такая, казалось бы, отпугивающая цена. Директор департамента туризма Бутана однажды объяснил это предельно прямо. Старая, более дешевая система привела к тому, что местные туроператоры начали экономить на качестве, лишь бы уложиться в скромный бюджет пакетных туров. Высокая цена – не жадность государства. Это фильтр, который отсекает массовый поток и оставляет только тех путешественников, кто действительно готов уважать местную культуру и природу. И вот парадокс, который стоит здесь подчеркнуть. В большинстве стран мира
Туризм измеряется количеством прибывших. Чем больше людей, тем считается лучше для экономики. Бутан – единственная страна, которая осознанно ограничивает собственный турпоток, добровольно отказываясь от части возможной прибыли ради сохранения того самого валового национального счастья, о котором шла речь раньше. К 2019 году туризм формировал около 6% ВВП страны. И это при том, что физическое число туристов Бутана в десятки раз меньше, чем в соседнем Непале. Но здесь тоже есть менее романтичная сторона медали. Часть критиков справедливо отмечает, высокая входная цена фактически делает Бутан доступным только для состоятельных путешественников, что вызывает споры о том, действительно ли высокая ценность означает культурную осознанность, или же это просто красиво завуалированный элитарный туризм. Сама формулировка политики даже менялась. В 2008 году ее переименовали из «высокая ценность, низкий поток» в «высокая ценность, низкое воздействие», что, по мнению исследователей, было тонким, но значимым сдвигом смысла. И вот теперь, собрав вместе все эти фрагменты, запрещенные горы, добровольно закрытые от телевидения десятилетия, государственную философию счастья, дипломатическую изоляцию, дорогой избирательный туризм, возникает главный вопрос всей этой истории. Кто вообще принимал все эти решения? И что заставило самого могущественного человека в стране добровольно отказаться от собственной власти? История знает множество монархов, которых свергали революциями, войнами, переворотами. Но история почти не знает случаев, когда абсолютный монарх добровольно, без единого выстрела и без единой уличной демонстрации, сам разрушил систему собственной абсолютной власти. Именно это сделал четвертый король Бутана, тот самый Джигме Сингье Вангчук, придумавший идею национального счастья. Процесс начался постепенно, еще в конце 90-х годов, когда король добровольно передал часть своих полномочий Национальной ассамблее, включая право парламента отправить в отставку самого монарха при определенных условиях. Редчайшее в мировой практике самоограничение верховной власти. В 2001 году он поручил разработать полноценную конституцию страны, а в марте 2005 года черновик документа был официально представлен публике. Впервые в истории Бутана содержание будущего основного закона обсуждалось с простыми жителями во всех 20 округах страны. А дальше произошло то, что удивило даже самых близких советников короля. 14 декабря 2006 года Джигме Сингье Вангчук официально отрекся от престола в пользу своего сына Джигме Кхисара Намгьял Вангчука, специально сделав это на 2 года раньше запланированного срока, чтобы у молодого наследника было время освоиться в роли главы государства еще до полного перехода страны к демократии. Но есть одна деталь еще более сильная, чем сам факт отречения. Значительная часть бутанского народа этого перехода не хотела. По многочисленным свидетельствам, люди буквально писали королю петиции с просьбой остаться на троне, не доверяя новой, незнакомой им системе с политическими партиями больше, чем проверенной десятилетиями монархии. Не было ни восстания, ни экономического краха, ни давления извне, которое обычно вынуждают правителей уступать власть. Толчок шел сверху вниз, а не снизу вверх. Случай, который историки называют одним из самых мирных демократических переходов в новейшей истории. 18 июля 2008 года Конституция Бутана была официально обнародована, а 31 декабря 2007 года и в марте 2008 года прошли первые в истории страны парламентские выборы, сначала в Верхнюю, а затем в Нижнюю палату нового двухпалатного парламента. Бутан завершил переход от абсолютной монархии к конституционной парламентской демократии, при этом сохранив монарха в качестве символа национального единства, а не единоличного правителя. И вот здесь стоит остановиться и по-настоящему осознать масштаб происшедшего. Один и тот же человек за свою жизнь придумал философию национального счастья, ставшую предметом изучения экономистов. ООН
и добровольно демонтировал собственную абсолютную власть, хотя мог оставаться единоличным правителем до конца жизни. Два решения, которые в истории почти никогда не принимает один и тот же монарх. Именно эта комбинация, идеалистическая философия развития и практическая готовность отказаться от контроля ради нее, превращает Бутан из просто изолированной горной страны в по-настоящему уникальный политический эксперимент, аналогов которому в современном мире попросту не существует. Теперь, зная всю эту историю целиком, вернемся туда, откуда начали. Гора, на которую никто никогда не поднимется. Не потому что не может, а потому что решил не подниматься. Столица без единого светофора, потому что живой человек оказался важнее автоматики. Анкета про качество сна вместо анкеты про доходы. Потому что государство однажды решило, что цифры валового продукта не рассказывают всей правды о жизни человека. Дипломатическая пустота вокруг 58 официальных партнеров не слабость, а осознанная стратегия выживания между двумя ядерными державами. Дорогой билет на въезд в собственную страну, попытка защитить хрупкую культуру от того, что происходит почти со всеми остальными туристическими направлениями мира. И, наконец, монарх, который сам разрушил систему абсолютной власти, потому что искренне верил, люди заслуживают права выбирать. Но у этой истории нет простого счастливого финала. И, возможно, именно в этом главный урок Бутана. Страна, придумавшая измерять национальное счастье, в те же десятилетия проходила через собственные болезненные внутренние конфликты. Страна, отказавшаяся от массового туризма ради культуры, одновременно закрывает свои красоты от тех, кто просто не может себе позволить высокую цену входа. Идеальных государств не существует, и Бутан не исключение. Но, возможно, ценность этой истории не в том, что маленькое Гималайское королевство нашло единственно верный ответ на вопрос о человеческом счастье, а в том, что оно вообще осмелилось задать этот вопрос государству, вслух, официально, на уровне Конституции, в мире, где почти все остальные страны продолжают измерять успех исключительно в деньгах. Так может быть, вопрос, который стоит унести с собой после этой истории, звучит не «правильно ли поступает Бутан?», а кудась более неудобный. Если бы вашей стране пришлось выбирать между ростом валового внутреннего продукта и ростом реального человеческого счастья, что бы выбрали вы? Если эта история заставила вас хотя бы на секунду задуматься иначе о собственной стране, поставьте лайк. Это по-настоящему помогает каналу расти. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие истории о местах, которые бросают вызов привычным представлениям о мире. А в комментариях напишите, вы бы согласились жить в стране, где государство официально измеряет ваш сон и ваше настроение, если бы взамен оно действительно заботилось о вашем счастье.